Всем привет, я Андрей Паровар, и я иду делать дикую баню на Камчатке, на диком источнике, где прямо из-под земли вырывается горячая вода. По пути к бане я решил подкрепиться и поесть дальневосточных ягод. Вот такая вот красота. Ох, бомба. Я добрался до Грифона Иванова. Прямо из-под земли бьет вот такая тут горяченная вода. Вот такая вот тут красота. Вода очень горячая. И тут чего только не содержится. Вольфрам, стронций, кальций, кремний, мышьяк, сурьма, свинец, железо, магний, натрий, калий, барий, хлор, йод, бор, литий, бром, цинк. Ну, в общем, практически вся таблица Менделеева. С Грифона поступает природный химический раствор температурой 75,6 градуса. То есть, в принципе, если туда прыгнуть, то сваришься и, наверное, омолодишься. Но пробовать я не буду. Дождемся, пока растворчик там немножечко охладится, и только после этого я там уже искупнусь. Я добрался до травертинового котла. И, друзья, что я вижу? Это уникальное растение под названием герань ползучая. Это растение переползает с места на место. Вот такие вот удивительные вещи я встречаю. Камчатка. Казалось, что это не источник, казалось, что это ручей с горяченной водой. Но я решил все-таки ее попробовать и погреть немножечко ножки, которые у меня очень сильно замерзли. Очень горячая вода. Ай-яй-яй-яй-яй. Искать источники немножечко похолоднее, чтобы мои ножки и я не сварились. Итак, я добрался до горячего источника. На улице холодрыга, идет дождь, а мне так классно. И классно даже не от того, что я сижу в этой тепленькой водичке, а классно от того состояния, которое я испытываю, друзья. Это нечто божественное. Посмотрите, как капают капли дождя. Посмотрите, какая тишина. Здесь я нахожусь уже около 40 минут. Мне было над чем подразмыслить. И я понимаю, что настолько все бредно. И вот эти вот состояния единения с природой, про которые я постоянно говорю, в совокупности вот с такими местами силы, в совокупности вот с такой природой, тишиной, дают невообразимый эффект. Рекомендую людям, которые занимаются медитациями, ездить по таким местам, желательно не туристическим, пробовать это все и получать от этого именно это состояние. Ну и плюс, конечно же, та таблица Менделеева, в которой я сижу. А это реально таблица Менделеева. Здесь огромное количество солей и минералов. Они еще и омолаживают ваш организм, ваше тело, что является очень серьезным бонусом. Сейчас объективчик вместе с головой, потому что она у меня замерзает. Такой, ну. Задача найти источник, там поставить печку и поставить дикую баню, в ней попариться. А вот и источник.
Друзья, это бомба. Вода очень теплая. Видим отложение солей на камнях. То есть помимо того, что сегодня я попарюсь, еще и будут очень полезные ванны с минеральными веществами. Ну что, приступим. Место я выбрал. Источник рядом. Начнем собирать камни и строить печь. Так как я нахожусь в природном заповеднике Налычево, и здесь запрещено рубить деревья, кустарники, я решил сначала обзавестись все-таки жердями для своей бани, а не ставить печку, потому что если не будет жердей, то не будет и бани. Топор, и мы идем вот в такие кусты для того, чтобы попробовать найти какой-нибудь сушняк, из которого мы будем строить каркас нашей бани. Ну вот первое, нашел сразу сухое дерево. Конечно же, вот это нам не пойдет на жерть, но это нам пойдет на дрова. Хоть эти дрова и будут гореть как порох, и на безрыбье рак рыба. Основное, конечно, что меня смущает в этой местности, это вот такие вот тут медвежьи тропы исхоженные. Инспектор предупредил, что здесь очень много медведей, которые чувствуют себя, естественно, как у себя дома. А они находятся у себя дома. Вот, поэтому сказал, что нужно быть максимально аккуратным и оглядываться по сторонам. Опа! А это проблемка. Придется мне переходить воду вброд. И это такое очень прямо медвежье место. И таскать дрова отсюда, конечно, бы очень не хотелось. Но другого выхода у меня нет. Вот такая красота. Ну что же, вижу первую потенциальную жердину нашу. Сейчас я и буду ее рубить. За примерно 10 минут я нашел 2 жердины. И сейчас буду их перетаскивать на ту сторону речки. Проходя мимо бывшего аэродрома военного, я нашел такой кусок листа. И мы его сейчас постелим, так как мы находимся в природном заповеднике. И нам нельзя разжигать открытый огонь на земле, оставлять после себя угли. Поэтому используем этот лист железа. То есть наша первая задача и цель — это собрать камни для печки. Здесь у нас камней полным-полно, поэтому есть выбор. Буду собирать камни и относить их на место строительства нашей бани. Для начала я натаскал примерно около 15 камней. И сейчас я сделаю основание, и потом уже буду из тех камушков дособирать, подбирать уже камень под размер печи, для того, чтобы они хорошо стояли друг на друге и не разваливались и не падали. Поехали! Так, я сделал основание моей печи. Будет она не очень большая, примерно 30 сантиметров шириной. Единственное, что я сделаю ее, возможно, немножечко повыше. Ветер у нас дует с той стороны, и поэтому как раз будет хорошо поддувать, прогорать дрова. И заднюю часть печи я обложу побольше, чтобы она была основным источником аккумуляции тепла. Ну что же, вот получилась такая конструкция. Ну, на этом пока думаю завершить строительство каркаса моей печи. Обкладывать полностью я ее буду маленькими камушками, тогда, когда уже разожгу огонь и буду смотреть, откуда будет выходить дым и огонь, и закладывать эти места. Я иду за дровами. Очень важно сразу наносить дров, чтобы потом вам не бегать. И самое главное, порубить их таким образом, чтобы они максимально удобно запихивались в наше жерло нашей печи. Потому что если вы вдруг нечаянно резким движением заденете какие-нибудь камни, то печка может обвалиться, и нужно будет строить все заново. А если она у вас, например, топилась уже час, то надо будет строить новую печь.
либо дождаться, пока камни остынут. Поэтому будьте предельно аккуратными. А если у вас под рукой оказались мокрые дрова, то вы можете их разжечь с помощью фаера. Ну и пока топится баня, обязательно нужно сделать веник березовый. Дуба у нас здесь нету, поэтому в основном березы низкорастущие. Лист у них большой, не такой, как у березы из центрального региона. Вот такой вот большой листочек. Вот. Берез здесь немного. Ну и то, что это осень. Листья уже пожелтевшие, поэтому будем отбирать исключительно веточки с зелененькими листиками, для того, чтобы они сразу же у нас не отвалились. Сильно березку лучше не обдирать. По чуть-чуть с каждой березки и наберем хороший березовый венчик. Пока я собираю березовые веточки для веничка, я периодически вспоминаю, где я. Смотрю на вот эти вот красоты. И скажу вам, друзья, что, конечно, Камчатка это очень красиво, это очень дико, это очень мощно, это очень здорово. Здесь круто, особенно когда ты понимаешь, что на сотни километров никого нету, и на примерно 250 тысяч населения приходится порядка 50 тысяч медведей. Ну вот, это очень мощное место. Рекомендую всем для посещения в обязательном порядке. Печка наша готовится полным ходом. Видны языки пламени, вырывающиеся из камней. Это говорит о том, что камушки у нас уже начали прогреваться. И до момента, когда я буду париться, остается, я думаю, где-то около часа. И сейчас уже пора потихонечку начинать ставить каркас, потому что это тоже займет определенное время. Так, друзья, очень важный момент, один из самых важных моментов. Печь моя дотапливается, я закинул последнюю закладку дров, и сейчас я буду ставить наш каркас для будущей бани. Пока горит костер, начинаю строительство каркаса. Для тех, кто досмотрит передачу до конца, в самом конце я расскажу про лайфхак от Владимира Владимировича, который он узнал от... забыл от кого. Вот, но это не важно. Самое главное, это лайфхак, как завязывать шнурки для того, чтобы они не развязались. Сколько лет хожу в поход, но никогда об этом не знал. Итак, для начала размечаем территорию. Эту рогатину я сейчас распилю ее пополам, для того, чтобы у нас была более-менее нормальная баня. Отмерю примерно шагами. Раз, два, три, четыре. Соответственно, раз, два. Где-то здесь и буду пилить. Как видите, отпилил я неровно, что в принципе не очень хорошо. Ну и ничего в этом такого плохого особого нет. Эту сейчас я немножко подпилю поменьше. Сделаю вот такой вот ее высотой. А эту оставлю такой. Это у меня будет в том конце, а это у меня будет в этом конце и будет являться паросборником. То есть на нее будет собираться пар. Как говорится, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Как я мерил шагами, так мерить не надо. Это неправильный лайфхак. Шагами не мерьте. По лесу здесь у меня особого выбора нету. Природный заповедник, поэтому под рукой такие подгнившие, практически такой сушняк, не очень хороший. Но я говорю, что имеем, то имеем. Печку ставим в дальнем конце нашего сооружения. И вот то, что нижнее у меня жердина, ставим ее сзади. А то, что высокая жердина, ставим эти жердины спереди. Опять же, все размечаем, чтобы все было
более-менее ровненько, для того, чтобы у нас потом это все дело сошлось. Я выкопаю небольшие ямки, которые поставлю жерди и закреплю их камнями на время строительства бани. Первая жердина стоит. Стол, в принципе, я закрепил хорошо. Камнями я его подкладывать сейчас пока не буду, поэтому займусь дальше, чтобы поставить следующий стол. Вот такая у нас получилась конструкция. Костер у нас пока потихонечку горит. Очень важно, чтобы у нас не остывала печь. Основная опасность, которая у нас возникает при строительстве таким образом, это заваливание на печь. Если у нас сейчас обрушится печь, то в принципе все, что я делаю, оно пойдет на смарку. Вот, поэтому будьте максимально аккуратны. Ну что же, готов каркас. Вот такой вот он получился. На диагональные перекладины у меня древесины больше нет, все, что осталось. Поэтому сейчас я буду делать растяжки с помощью веревки. Других вариантов у меня нет. Получилась такая конструкция. Напомню, веревки я сделал для того, чтобы конструкция была жесткая, более-менее, и у меня нету поперечин для диагональных соединений. Теперь мы обматываем это все дело пленкой. Ну что же, получилась вот такая тут немного кривая, но конструкция. Нам самое главное, чтобы она была герметичной и чтобы у нас пар мог удерживаться внутри. Я заготовил веничек. Так как у меня нет времени делать дверь, я просто-напросто подлезу под пленку. Мне очень нравится, правда уже давно не смотрел, передачи про Биар-Грилла. У меня, кстати, от него есть и рюкзак, и мультитул. Я такой его поклонник. Вот, но я что-то никогда не помню, чтобы он где-либо ставил баню. Если это не так, то поправьте меня в комментариях к моему видео. Если он вообще знает, что такое баня. Для того, чтобы не разбирать конструкцию и дым мог нормально выходить, я сделал вот такие вот щели пленки. И вот так вот у нас выглядит процесс истопки. Очень даже красиво получается. Чтобы совместить приятное с полезным, я решил пожарить хлебушка на костре. Что нужно человеку для счастья? Друзья, не так и много. Выбирайтесь из своих бетонных нор и совершайте вот такие путешествия. Будьте больше наедине с самим собой. Занимайтесь самопознанием, осознанием. Больше работайте над собой духовно. И про физические тоже не забывайте. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Ну что же, получился горячий, шикарный, хрустящий бутерброд. Очень вкусно. Ну и какая баня без чая? А сегодня мы будем делать чай из чаги. Сделаем отварчик. Сейчас мы соберем чагу. Вот она. И сделаем целебный, полезный отвар. Аккуратненько
Ножичком подцепляем. И складываем. Вот она, чага. Чагу я заварил. Получилась вот такая штука. Вот, поэтому снова в бой. Уставший, замерзший. На улице прохладно. Я, несмотря ни на что, истопил эту баню. И сейчас я пойду париться. Напомню, я решил не делать вход, не вырезать. Если вы решите вырезать вход, то я делаю это так. Беру палку, еще одну палку снизу, наматываю между ними пленку, верхнюю палку подвешиваю, здесь делаю вырез одиночный, и палка, которая будет висеть внизу, она служит грузом для того, чтобы эта пленка была немножечко прикасалась к нашему каркасу, вот, и пар не выходил. И плюс вот эти вот жерди передние, я их наклоняю немножечко туда вперед, для того, чтобы дверь чуть-чуть лежала. Ну и вот сейчас, когда я закрыл все щели, когда все натопилось, я беру водичку, кошечек, и поддаю. И еще поддадим. Камушки отлично прогрелись. О, хороший порог. Друзья, обязательно не забудьте вынуть все угли из печи. Если вы это не сделаете, вы просто-напросто угорите. Так как мне не в чем запаривать веник, просто берем, поливаем водичку и сверху держим веничек наш. Теперь, когда парная наполнилась паром, дайте ему распространиться. Ой, ребятушки. Ой, родненькие мои, родненькие. Ой, огонь, батюшка, спасибо тебе. Не забываем первое правило парения. О том, что прогрев должен быть обязательно равномерным. Ни в коем случае не терпеть, получать удовольствие. Конечно, сейчас у меня здесь нету возможности принять горизонтального положения, поэтому я вынужден стоять. Ножки я пропарю отдельно. Сейчас мне важно самому согреться и получить удовольствие от того, что есть. И вот так вот можно. Количество заходов вы сами смотрите, сколько вам будет удобно и сколько вам будет комфортно. У меня обычно это 2-3. Первый разогревающий, как сейчас. Потом второй, третий заход. Я греюсь уже посильнее. Четвертый заход. Я моюсь, скрабируюсь. Делаю различные процедуры уже при остывшей печи. Поэтому все исключительно по своему самочувствию. Думаю, надо идти и поплавать. Ой, друзья, это непередаваемо. Я реально счастлив оказаться здесь, быть вот здесь сейчас, после бани выйти в горячий источник. Сейчас я попарюсь, налью себе кружечку чая, сделаю здесь себе водные процедуры, посижу, отдохну. Вот, кстати, вот это место, это откуда, собственно, и выходит эта тепленькая водичка. Да, температура где-то порядка 36-37 градусов. Так как я топлю постоянно чан, знаю примерно температуру.
Фу, ну здорово, здорово. Лучше, чем я предполагал. Значительно лучше, чем я предполагал. Вдоволь напарившись, я продолжу свои процедуры, так как у меня нету шампуня Head and Shoulders. Я не Юра Дудь. Всем привет, я не Юрий Дудь, но вы на Камчатке. Вот, Юрий, без обид. Берем остатки золы из печи, мочим голову, берем золу и золой моем наши волосики. Ну и, конечно же, надо помыть свое тело. А для того, чтобы помыть свое тело, я сейчас пойду, чуть полежу, погреюсь. Так как на улице прохладно. Наберу вулканического песка и сделаю себе скраб из вулканического песка. Потому что мои руки ничем не отмываются. А шампунь и мыло у меня с собой нет. Со мной вулканический песок, и теперь я могу себя хорошенечко поскрабить. Видите, он имеет такую-то структуру, частицы около 1 мм, причем они очень приятные на ощупь. Всем привет и всем добра. Будьте счастливы и здоровы. Живите в гармонии с природой. Живите в гармонии с самим собой. И старайтесь себе ни в чем не отказывать. Пока. И как я вам обещал, сейчас я вам покажу лайфхак от Владимира Владимировича, который ему показали российские скауты. Лайфхак, как завязывать шнурки в походе, для того, чтобы они не развязались. Первое. Перехлёст раз. И делаем еще один перехлёст. То есть у нас получается двойная петля. Сорян. Сорян. Не зашнуровался. Одну секунду. Одну секунду. Так, готово. Перехлёст раз, перехлёст два. Оп. Завязали. Видно, да, сколько петелек? Теперь бантик. Раз. И другой бантик в другую сторону, также вовнутрь. Два. Оп. И вот вам шнурок с узелком, который не развяжется у вас в походе во время ходьбы. А теперь моя долгожданная чаепитие. Вот такая вот заварочка. Там плавает чага. Сейчас я ее разбавлю кипяточком. Такая вот у меня красота получилась. Друзья, ну что же, подведем наши итоги. И вспомним. Первое. При приготовлении дикой бани мы сначала ищем хорошее место. Рядом, желательно с водоемом, чтобы нам было куда окунуться. У меня был и холодный водоем, и теплый, но я, так как сильно промерз за эти дни, выбрал исключительно теплый водоем. Второе — это наличие камней. Камни выбираем побольше, для того, чтобы можно было сделать полноценную хорошую печку. Важен, чтобы рядышком был лес, из которого вы сможете сделать жердины для будущего каркаса и, собственно, сами дрова, которые вы будете использовать для растапливания вашей печи. У меня все очень получилось здорово, я очень доволен. Очень доволен результатом. Отлично отдохнул, перезагрузился. Ой, какая божественная вкуснотища. Получил заряд
силы и энергии. Продолжаю свое путешествие по Камчатке. И сегодня мне посчастливилось побывать в таком шикарном, красивом, живописном, неописуемом месте, как вулкан Мутновский. Друзья, это очень красиво, это очень мощно, это круто, это запоминается на всю жизнь. Вы посмотрите, прямо из-под ног, я приближаюсь, прямо из-под ног вырываются клубы пара, то есть подо мной раскаленное ядро, раскаленная земля, и прямо как какая-то мощная котельная. Кстати, Камчатка отапливается при помощи геотермальной станции. И вот это происходит прямо на ваших глазах. Мощнейшие порывы пара от паровара. Ну, в данном случае не от паровара, а от матушки Земли. Это непередаваемо и незабываемо. Всем советую, рекомендую. Друзья, где вы такое еще увидите? Это такая красотища, такая мощь. Неописуемо. Хочется, конечно, чтобы камера передала всю ту мощь и величие, что здесь сейчас происходит. Но я понимаю, конечно, что этого не произойдет. Единственный неприятный момент — это запах сероводорода, который выделяется из фумарол. Вот. Но это только добавляет изюминки к этому прекрасному, шикарному, неописуемому месту. Спустился в самый низ. Дышать очень тяжело, но очень уж хотелось это снять. Главное не задохнуться и вернуться обратно. Пока небольшая пауза между сероводородом. Все, пролетело. Пауза. Побегу наверх. Не мог не пройти мимо и не заснять эту красоту. Репортаж с Курильского озера. За мной находятся медведи. На этом я завершаю свой выпуск про дикую баню на Камчатке. Подписывайтесь на мой канал, будет еще много чего интересного. Оставляйте в комментариях свои вопросы, может быть, рассказы, как вы делали дикую баню и какой у вас опыт. Может быть, что-то я делал неправильно, вы поделитесь со мной своими лайфхаками. Буду рад любым сообщениям в комментариях. Будьте здравы и увидимся на канале. Увидимся, и вы узнаете все секреты пара от паровара. Пока.